Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Юрий Анатольевич, у нас эскалация прет полным ходом, и это все как бы под знамением встречи Трампа и Зеленского. Там почуют новыми подробностями о том, что Трамп, он прям знает, что происходит на поле боя. Трамп прям вот уже высоко оценил операцию по Крыму. Сегодня все обсуждают другую операцию в Азовском море, когда сухогрузы, танкеры, вот все судоходство было атаковано за последние дни дронами украинскими. Ну и вот смотрите, как хорошо. О контактах Трампа и Путина, что анонсировалось перед встречей с Зеленским, после ничего не сообщается. Песков выходит и сокрушается, что это не СВО уже, это война. Если комплексно посмотреть на события уходящей недели, что бы вы отметили как самое важное и, внимание, влекущее, ну вот самое, что ни на есть, роковые последствия? Ну, наверное, самым таким известным событием уже, которое случилось за последнюю неделю, это то, что в Российской Федерации все чаще и чаще говорят о том, и это говорит высшее руководство страны, что Европа вступает в все больше и больше противоречия с Российской Федерацией. А это говорит о том, и, как вы уже сказали, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет о том, что СВО вскоре может перерасти в полномасштабную войну, то есть Третью мировую войну. Вот это я отмечаю наиболее всего за прошедшую неделю. То, что может повернуть, как говорится, все события, которые происходят, все события абсолютно в иную сторону, в иную сферу. Это говорит еще и о том, что на территории Украины будут развиваться события абсолютно не по тому сценарию, по которому пишутся они в Вашингтоне или в Брюсселе. А именно, уже неоднократно повторял и повторю, наверное, что начало Третьей мировой войны уже началось, оно идет. Идет столько, сколько нужно будет. Эта война абсолютно не похожа на предыдущие две мировые войны. Это надо усвоить каждому. Не только тем власть придержащим на Украине или в Европе, но и всем рядовым гражданам и Украины, и России, и европейским гражданам, что эта война будет пострашнее, чем первые две мировые. И прежде всего, как уже заявляют многие и европейские аналитики, в частности генералы Бундесвера отставные, что если Европа вступит в войну с Россией, ну это, конечно, случится не завтра, то это будет для нее катастрофой, похлеще той катастрофы, которая была в 1945 году. И все спрашивают, а потянет ли Россия? Вы знаете, если брать исторический аспект этого вопроса, то на протяжении многих веков на Западе задавали этот вопрос. Потянет ли Россия войну со шведами, войну с Наполеоном, войну с Австро-Венгрией, Германией, Польшей? Поляки ведь были в Москве. Разве мы этого не помним? Я обращаюсь к нашим историкам. Были, да. Так же, как и русские были в Париже, в Польше, в Берлине, ну и так далее. И все всегда сводилось к одному. Русская армия побеждала.
Это обусловлено многими факторами, я их сейчас не буду повторять, но хочу лишь только одно зафиксировать, что на сегодняшний день, вот на сегодня, на 11 июля 2026 года, понятие государства Украины уже не существует. Оно только лишь в декларациях украинской нацистской власти. Это всего лишь инструмент той большой шахматной игры, которую разыграли между собой Брюссель и Вашингтон для того, чтобы сломать Россию. Вот, пожалуй, все. Все, что происходит на сегодня, это лишь говорит о том, что кризис углубляется. И вы посмотрите на заявление того же президента США. Я как считал, так и считаю его не самостоятельной фигурой. В США управляют другие люди. Управляет военно-промышленный капитал, буржуазия, высшие классы банкиров, военных, промышленников, бывших президентов. Вот они управляют сегодня Соединенными Штатами, разделяя свою власть на определенные сферы и транслируя ее самому Трампу. И причем неважно, кто у власти, республиканцы или демократы. Абсолютно неважно. Так была построена 250 лет американская верховная власть, чтобы она не принимала окончательных решений. А главная задача сегодня всей структуры власти и того же дипстейта, и американского пула – это сокрушить Россию. Вы говорите о мировой войне, Юрий Анатольевич. Ну так а кто ее участники? Кто в каких коалициях и блоках? Потому что кажется на мгновение, что Россия одна, и, соответственно, отсюда столько уверенности в том, что да сейчас распадется на части, да вот сейчас. Отсюда столько вот этой бравады, да, отсюда вот этот Буданов, который на фоне Лавры призывает молиться за Зеленского, то есть отсюда Грэм, сенатор, который держит, не к нашему, конечно, разговору, но такие уж у нас конструкторы, сфотографировался, улыбаясь с украинским писюном, это дрон-перехватчик, то есть отсюда вот эта вся уверенность в том, что как бы классно все будет. То есть я просто вижу, что эта уверенность, она придает силы вот этим ястребам и отбрасывает. Вот вы сказали, государство Украины нет как понятия. А есть понятие еще народ Украины? Если нет государства, а что мы скажем о народе Украины? И их интересы, этих людей на территории Украины, вне территории Украины, они не просто попраны, они вообще как бы в стороне не учитываются, где-то там номер 13. Почему так получается? Вы знаете, о народах нельзя говорить плохо. Я всегда выступал и выступаю за то, что те, кто, комментируя различные события, говорят, например, там, американцы плохие, немцы плохие, поляки плохие, украинцы плохие, я напрочь отвергаю эти утверждения. Это говорят лишь дилетанты. Не бывает плохих народов. Да, народы Украины, я подчеркиваю, народы, а не народ. Потому что украинский народ – это мультикультурная нация, а не моноэтничная. Вот из-за чего весь произошел сыр-бор. Особенно в 2014 году. И украинская власть все эти годы, невзирая на мнения различных президентов, которые были, методично вела к тому, чтобы этот мультикультурализм на Украине разрушить, стравить народы, оградить их от, в первую очередь, русского влияния, русского мира.
Хотя существует и еврейский мир, и китайский мир. Он везде, по всем странам. Почему русского мира не должно быть? Я вот этого не понимаю. И Крым был еще украинским, и Донбасс был украинским. Но все на Украине выступали против русского мира. Хотя подавляющее большинство, я ответственно заявляю, население Украины из 52 миллионов, живущих на 1991 год, на этот момент, это подавляющее большинство говорило на русском языке. Вот главная причина всего того, что произошло. Сегодня, да, вы правы, вот эти пупсы, как я их называю, в верховной власти Украины, они могут придавать себе уверенность только в том, что что Россия не потянет, что она вот-вот развалится, ну и так далее и тому подобное. Но на Украине, поверьте мне, люди достаточно грамотны, хотя иногда политически ангажированы той ложью через средства массовой информации, которая им вдалбливалась в голову. Ну, например, о том, что Зеленский не будет брать взяток, что он артист, что он далек от каких-то коррупционных схем. А ведь случилось все наоборот. Подробности я освещать не буду. Мы все их знаем. И это продолжается. А о том, что Зеленский может быть террористом вместе со своим Будановым, которого вы упомянули, об этом вообще никто не помышлял. Все считали его супердемократом согласно его предвыборных речей. Ведь он там столько наговорил, что до сих пор сейчас разбирают на атомы его слова, которые он произносил, будучи еще кандидатом в президенты. Правда, скоропостижно вот так вот слепленным в последние месяцы перед выборами. И это все говорит о том, что на сегодняшний день, если там некоторые на Банковой считают, что их уверенности нет предела, и что на Украине все хорошо, у них все хорошо. У народов Украины очень все плохо. И они взяли на вооружение сегодня методы ведения борьбы с Российской Федерацией, методы террористические. Ну, последний самый яркий случай – это в Монако, конечно, который потряс всю Европу. Они сейчас чешут репу и не знают, как это все объяснить. Они все время поддерживали Украину, да, а тут начинают бомбы взрываться в их столицах. Французы чешут репу. Понимаете? Поэтому я и говорю, что сегодня Украина превратилась в нечто другое. Потому как если называть государство государством, то это, безусловно, должны присутствовать определенные атрибуты у этого государства. Верховная власть, парламент, Генеральная прокуратура, пресса, ну и так далее, суды, ну и так далее. Это все ветви власти. Эти ветви власти сегодня на Украине работают на одну личность, потому что эта личность узурпировала эту власть. Юрий Анатольевич, ну хорошо, а куда война идет? Вот мы видим, что, ну так объективно, да, нам Сырский говорит, типа, перелома нет, там Залужный пишет об этом колонку, Сырский говорит, будет там наступление и так далее. Нам такое ощущение складывается, что, ну, вот эти, как бы, вести с полей, с фронтов, да, они вообще не играют никакой роли вот в войне вот этого уровня, о котором вы говорите, в войне мировой. Хотя, по сути, да, война же измеряется понятными, ну, скажем так, понятное мерило есть. Есть там число жертв, есть квадратные километры, которые заняты, есть постоянно растущая вот эта серая зона, где эвакуация происходит все дальше и дальше и дальше в сторону украинской территории. Но, тем не менее, удается все представить так, что Украина выигрывает.
И Ну, так в чем какое канва? место, Канва вопроса, Александр, я немножко не могу понять, в какое чем канва место вопроса? фронт и линия фронта занимает в этой Третьей мировой войне? Во всех мировых войнах фронт двигался туда-обратно, мы помним, да? А я Ну, же вам говорю, что эта война необычная. Если она будет идти тем темпом, которым она сегодня идет, и Запад на сегодняшний день, я имею в виду прежде всего Старый Свет, является тылом Украины. У Украины нет тыла, вы поймите правильно. Вот все вот прошлой ночью удары, которые были нанесены по военным и промышленным объектам, это те объекты, которые хоть как-то пытались восстановить, скажем, свое статус-кво в производстве оружия. Но они методично уничтожаются. Вы же поймите правильно, создать какой-то вид оружия на сегодняшний день – это целая линейка предприятий. Это не может один цех произвести, скажем, ну, беспилотник элементарный за $2000. Еще можно как-то в одном цеху, в одном подвале сделать на коленях. А создать дальнобойную ракету «Фламинго», например, да, нужны комплектующие. Электроника, корпус, взрывчатые вещества, ну и так далее и тому подобное. Новые технологии. Это все делают различные предприятия, и все это аккумулируется в одном. Тогда на выходе получается какая-то продукция. У Украины нет такой возможности на сегодняшний день. От слова совсем. И быть не может. Потому что вся территория Украины на сегодняшний день простреливается различными видами вооружений российских. Это первое. Второе. Если таким темпом будет идти война, а я считаю, она уже идет, она рассчитана на десятилетие. То есть не год, не два, как минимум лет 10 еще будет продолжаться. Вы же поймите, что вот на сегодня, например, пока мы с вами здесь налаживали связь, взят очередной населенный пункт Сумской области. Это вот самые свежие данные. То есть российские войска, если говорить так по большому счету, шаг за шагом идут на запад. И уже сам Владимир Путин заявил, он уже перестал пользоваться, может быть, какой-то дипломатической, этической лексикой. Он говорит, что наша цель в СВО, он пока называет это СВО, освобождение Новороссии. А вы посмотрите внимательно на карту прежних лет, что представляла собой Новороссия. И станет все понятно. Для того, чтобы освободить, как говорят в России, эту территорию, года, 2, 3, 5 маловато, если будет война идти таким темпом. Конечно, могут быть переломные моменты в войне. Ну, например, такие, что Российская Федерация в ответ на действия тех же приграничных государств с Белоруссией, в первую очередь, и также с Украиной, предпримут какие-то агрессивные действия. ну, то Тогда есть будут Россия будет бомбить заводы. вынуждена, тогда Россия будет вынуждена наносить удары за пределами Украины и Белоруссии. Это может ускорить окончание войны. Тогда уж Запад точно взвоет, потому что поймет, как сказал уже один из западногерманских генералов, бывших генералов Бундесвера, простите. Вермахта, да. Да, да, да. Я, кстати, ничуть не ошибусь, если они называю это слово. Потому что бывшие генералы Вермахта после Второй мировой войны абсолютно легально и свободно служили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в начале 50-х годов. Я имею в виду генерала пехоты Хойзингера. Это бывший начальник главного управления, оперативного управления Вермахта, правая рука Гитлера по разработке всевозможных военных операций. Поэтому я ничуть не ошибся здесь. Тут, как говорится, оговорочка по Фрейду.
Так вот, бывшие генералы Бундесвера сегодня заявляют о том, что прямое боевое столкновение с Россией, Германией, это гибель Германии. Это уже даже не какая-то там катастрофа или временное военное противостояние, это гибель Германии. Потому что будут применены все средства со стороны России по тем объектам, которые представляют для России определенную угрозу. Я от вас не ожидал, на самом деле. От Что многих. вы не От ожидали? многих ожидал. Но от вас не ожидал, что вы повторите формулу Рубио и Трампа на саммите НАТО. Вы, получается, тоже считаете, что эскалация быстрее приведет к завершению войны? Да, да. А иначе быть не может. Вы назовите мне, Александр, хотя бы вот так, даже шутя. Давайте мы все-таки будем в какой-то мере оптимистами, хотя я по сегодняшнему дню давным-давно уже фаталист. Так вот, вы даже в шутку назовите мне несколько причин или же даже факторов, или же признаков, почему сегодня выгодно Российской Федерации садиться за стол переговоров с Западом, в первую очередь, не с Украиной, с Западом. Ну, Вот смотрите, объясните мне. ну, потому что России наносится ущерб. Этот ущерб, он наносится и России конкретно, и мировым рынкам. Даже вот эта операция в Азовском море, которой так гордится Украина, 4% колыхнула цену на пшеницу. Пшеницу, Да, 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 да. понимаете? Это ущерб. Это ущерб. Плюс ресурсы России тоже ведь не безграничны. Я имею в виду, ну, там, не человеческие, потому что понятно, да, то есть там для Украины как бы хватит. Да и человеческие тоже. Если война с Европой вот такая фронтовая, в том понимании прошлых войн, которых, ну, там больше населения, больше в Европе сил и возможностей. То есть, если не останавливаться, то логично переходить к вот этой страшной войне с гибелью Германии, о которой вы говорите. То есть ядерными ударами по этим заводам, по территории Европы. То есть этот путь, ну, может прервать сегодня, ну, так видится, ну, только Путин. Потому что только Путин руководствуется сейчас плюс-минус какими-то расчетами. Вы же видите, что вот эти все там синктенки, которые обеспечивают власть на Западе, ну и украинскую, понятное дело, тоже, они как бы вот никто не считает ущерб. Ну, вот украинский никто не считает ущерб. Нам выходят и говорят: ой, отвыкайте уже от этих АЗС, от заправок. Ну, эти красивые заправки, когда ты входишь, тут тебе магазин, тут тебе там санузел, тут тебе вот это все красота-то какая, да? Отвыкайте. Приедет какой-нибудь раздатчик топлива мобильный, сунет вам вот эти пистолеты и все. А это откат цивилизационный. Ну, то есть, если про Украину так никто не думает, то Путин прежде всего должен беречь Россию, потому что он президент России. Поэтому впору и остановиться на каком-то рубеже. Ну вот посмотрите, вы противоречите сами себе. Объясните, в Если для чем. России существуют угрозы, и Путин считает, что ее нужно беречь украинский народ, вопрос ущерба вообще не стоит, Александр. Угу, И никогда интересно. не стоял. И никогда не стоял, понимаете? Вот в этом состоит главное противоречие. Нигде, никогда за все годы, скажем, президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева никто никогда не говорил об ущербе, а лишь только говорили об угрозе. Если эти угрозы будут нарастать, и уже нарастают, как говорит российская власть, то вопрос ущерба здесь на самом последнем месте. Вы посмотрите внимательно, как сейчас вот развивались события с тем, что была нарушена логистика нефтепродуктов на западной границе Российской Федерации и в Крыму в частности. Но ведь постепенно все приходит в норму. Но это не значит, что
ущерб нанесен нефтедобывающей отрасли Российской Федерации. Она как работала, так и работает. Она как выполняла свои обязательства по поставкам топлива и нефти, сырой нефти в страны, которые покупают ее, они так и покупают. Там нет ни одной заминки. Но здесь, в Крыму и на западе Российской Федерации, нарушена была просто логистика поставок. И этим занимался напрямую целый вице-премьер Российской Федерации Новак. И он таки добился своего. Он очень в этом плане человек опытный и образованный. И логистика восстановилась. На сегодняшний день, вот я читаю последние новости, практически в Крыму все восстановлено. То есть в свободной продаже все виды топлива, дизельного и бензина. У меня Смотрите, все. то есть вы считаете, что ущерб, ну как, не такой ущерб нанесен Российской Федерации, чтобы она останавливалась Вы знаете, на если вот бы этих... Иосиф Виссарионович Сталин в 1941 году говорил об ущербе, лишь только об ущербе, то он бы, конечно, если бы он не был бы Сталиным, он подписал бы капитуляцию с фашистской Германией, с Финляндией, с Европой, которая вся была в союзе с Гитлером. Если бы он только говорил об ущербе. Но советский народ под его руководством, невзирая на все потери, которые были, колоссальные потери, и людские, и материальные, имел целью лишь одну цель – победа над фашизмом. Сегодня советский солдат, русский солдат Красной Армии, как говорят сейчас в средствах массовой информации Российской Федерации, видит перед собой только одну цель – победить нацизм на Украине, в первую очередь, и сателлиты этого нацизма должны быть также разгромлены. Есть неувязочка. Какая? Российский народ – это не советский народ. Это глубоко советский народ, Уклады повторяю. Судя жизни по всем не признакам советские. Вставай, его страна огромная. консолидации, ведь посмотрите внимательно на прекрасное слово, которое я очень люблю, пропаганды в Российской Федерации. Консолидация российского общества точь-в-точь идет по тем же образцам, которая была в годы Великой Отечественной войны, в годы Советского Союза. Только так и не иначе. Никакие другие изобретения в этой сфере еще не придуманы. Поэтому российское общество глубоко сегодня советское общество. Судя по тому, что там абсолютно не существует расовой дискриминации, как на Украине в первую очередь. Не существует дискриминации по языку, по вероисповеданию и так далее и тому подобное. Все то, что было при Советском Союзе. Юрий Анатольевич, что показали нам события Львова? Какие основные выводы можно сделать, исходя из того, что произошло, когда толпа там, раздевала одного ряженого ТЦКшника, нападали там, в общем, на вот этих людоловов, а потом всех жестко зачистили и заставили на камеру извиняться, а там оказались и военные, одного на фронт отправили. Это будет иметь последствия? Или система Зеленского взяла верх над очередным проявлением неповиновения? Ну, пока что да. Она берет верх, эта система, потому что, опять же, на сегодняшний день система тотального преследования всех инакомыслящих, а этих ребят я называю инакомыслящими. Вот. Они пошли государственной системы и, в частности, создания ОПГ ТЦК. И вот сегодня, да, даже не сегодня, а уже несколько дней назад проведены колоссальные зачистки. Я называю это зачисткой. В том числе и спецслужбами украинскими. У меня есть каждый день я получаю вот из тех мест, поскольку я сам родом оттуда, ну не со Львова, а с Хмельницкой области. Наверное, для вас будет шоком. Люди уходят в леса. Особенно те, кто
проявили очень жестко себя по отношению к ТЦК. Ну, очевидно, даже с связанными некоторыми убийствами этих людей. Им оставаться в городах, в селах нет смысла. Они уходят в леса. Это количество, конечно, мизерное. Оно небольшое. Этих людей объявляют в розыск. Это естественно. Но сопротивление нарастает. Я об этом и ранее с вами, когда говорил по этому поводу, то говорил, что сопротивление будет нарастать. И это, кстати, большой бич для Зеленского. Большой бич. Потому что это все выходит, сегодня нет, пожалуй, ничего такого тайного, что могло бы быть тайным. Через интернет все это вытекает за пределы Украины, естественно, ломает любые симпатии у европейских некоторых кругов в отношении Зеленского, вот эту благостную картинку его как неподкупного и демократичного президента, в кавычках, конечно. А на самом деле репрессивный аппарат, тот, который сегодня создал Зеленский, он, кстати, множится. Сегодня колоссальное количество идет пополнение кадрового состава СБУ. Об этом тоже нигде не сообщается. Но у меня есть такие данные. Например, в Киевской области на 2000 человек аппарат СБУ областного управления вырос по сравнению с 2022 годом. Поэтому в системе, которая создана Зеленским, наносится колоссальный ущерб самими гражданами Украины. Понятное дело, что почему мы говорим лишь только о Львовской области. А ведь если мы вспомним 2019 год, давайте освежим в памяти, то единственная область, которая голосовала за Порошенко подавляющим большинством, это была Львовская область. Там было мизерное количество голосов за Зеленского. Это тоже своего рода производное сопротивление, которое нарастает в этой области. Почему подобного? Ну, в принципе, Троещина была, но Троещина была тоже массовые бунты. Сейчас они стали массовыми, вот видите. Но возникает же понятный посыл. Вот сейчас Зеленский выходит, говорит, мы ждем решений от партнеров, которые были договорены на саммите НАТО, и бьет беспилотниками по России, как бы провоцируя удары в ответ, и удары в ответ, собственно, наносятся российской стороной. Но ПВО нет, да? Соответственно, вот я помню, раньше было, сколько нужно, ну, такие в полушутку, да, понятно, сарказм определенный, сколько нужно нахватать человек, чтобы, например, остановить один КАП голыми руками. Да? Ну вот. То есть живой силой заменялось нечто. Сейчас заменяется дронами, но живой силы не хватает. Эти, конечно, есть истории, там, СЗЧ, мужик ушел в СЗЧ, переплыл Тису, сбежал, а потом в Польше ему не понравилось, он опять переплыл Тису. А нет, он ушел через горы, а назад переплыл через Тису в Украину, рвался. И все носятся с этой историей, носятся. Все прекрасно понимают, какой бардак происходит, и люди не только без формы, а и в форме чувствуют себя незащищенными, чувствуют себя в этой системе едой, ну, то пищей в пищевой цепочке, и с этим не может ничего поделать, собственно, Зеленский. А если есть какие-то меры сопротивления, ну, только защищать. Вот у него есть силовой аппарат, есть полиция, есть СБУ, вот они едут и ловят. Но системы как бы это не меняет. Вы сказали очень интересно, что как бы, государства уже нет, есть инструмент. А что это за инструмент такой? Вот Запад, он же отдает себе отчет, кого он поддерживает, как он поддерживает, и что происходит на этой территории. И каким пятном вот эта поддержка ложится на, сейчас слово такое немодное, репутации, что ли, политической.
Ну, вы знаете, говоря о репутации, о западных политиках, ну, посмотрите, кто там сидит сегодня. Вот они как раз и видят Украину как инструмент борьбы с Россией. Вот если бы они оценивали ситуацию по-другому, да, ну, хотя бы чуть-чуть понимали о последствиях, которые могут быть. Но они настолько безграмотны, я абсолютно жирным курсивом выделяю это слово безграмотное руководство Евросоюза, многих европейских государств. Я недавно вот поминал незлым таким словом господина Берлускони. Это уникальный итальянский политик был, да? Он и скандальным был, он был и замешан в различных мафиозных скандалах и так далее и тому подобное. Но он был для Италии идеальным политиком, государственником. Он много лет избирался премьер-министром. Его партия «Вперед, Италия» всегда была на высоте по отношению к другим партиям. И самое главное, да, многие сейчас меня упрекнут, дружил с Путиным. Так это и есть его дальновидность. Он понимал, с кем надо дружить. Причем его дружба была абсолютно искренней. Он понимал, что конфронтация с Российской Федерацией – это всегда гибель. С Россией лучше действительно дружить и торговать. Вот в чем был, скажем, конек Сильвио Берлускони. Возьмите другого политика, французского, Жака Ширака, который был мэром Парижа, первоклассным причем мэром Парижа. Потом был премьер-министром Франции, президентом, простите, Франции. Понимаете? И то, как он понимал отношения с Россией, он всегда ее называл Великой Россией. Он знал историю бонапартизма, он знал историю Франции как сателлита Германии и всегда осуждал политику Виши в тот период времени. И какой ущерб был нанесен Франции, кстати, репутационный, когда Франция сдалась за 2 недели гитлеровской Германии. Вот какие были политики. Я еще могу назвать десяток таких политиков европейских, которые были в тот период времени. Вы посмотрите, кто сегодня. Они поверхностные знания имеют, поверхностные, понимаете? И в том числе Российской Федерации. А еще хуже то, что они являются такими, знаете, самоучками в журналистской деятельности. Вот они абсолютно не понимают, что такое журналистика, на чем она основывается. А скорее всего, как сейчас модно говорить, являются пропагандистами того, что им взбрело в голову. И в частности, нанести стратегическое поражение России. Ну, кроме раздражения в Кремле, это ничего не вызывает. Поэтому, говоря, возвращаясь немножко назад к этой теме, да, пока существует тезис и в США, и в Лондоне, и в Брюсселе, и он прочно обоснован, этот тезис о стратегическом поражении России, Россия не будет воспринимать переговорщиков Запада как переговорщиков долгосрочного мира. Это сиюминутные, в Кремле понимают это, что это сиюминутные пасьянцы. Вот опять ждут в Кремле Уиткофа и Зятькофа, понимаете? Это вот буквально сегодня было заявлено. Ну хорошо, сказал Путин, пусть приезжают, поговорим. Но кардинально ничего не меняется. Как же туда ехать? Там же украинские дроны. Зеленский же шутил. Украинские дроны над Москвой. Причем ужас, что творится сейчас по тылам. Сумы обстреляли сегодня кабами. 4 погибших. Упал на дорогу возле проезжающего маршрутного такси. Заряд. 4 погибших, 7 раненых. Ну, то есть Сумы, понимаете? Харьков, дальше Запорожье, заправки. 4, 3, 2 погибших, 1 погибший. Это уже ты читаешь эти сводки?
да, и, ну, уже даже как-то, даже, ну, в общем, не цепляется глаз, да, хотя это человеческие жизни, это трагедии, но этим жертвуют. Вот ради чего эта война сейчас в Украине? Ради чего? Как вы отвечаете на этот вопрос? Я отвечу достаточно просто. Идет очередной передел мира, глобальный передел мира. Многие не понимают этот тезис, но это их проблемы. Их было несколько. И после Первой мировой войны, в результате Версальского договора, и после Второй мировой войны, Потсдамское соглашение, и даже в 70-е годы шел этот глобальный передел мира. Причем, опять же, между Западом и Востоком. Восток, я сюда имею в виду именно и Российскую Федерацию, и Китайскую Народную Республику, и другие страны Юго-Восточной Азии. Войны во Вьетнаме, в Корее – это тот же передел мира, тот же дележ сфер влияния. То же самое сегодня наступило. Когда Запад просто сорвал себе маски в 2014 году, придя на Майдан в Киеве, ну, это было действительно, лично для меня это было шоком. Когда иностранные дипломаты, грубо вмешиваясь во внутренние дела Украины, поддержали государственный переворот. Для меня это было шоком. Потому что мне уже тогда достаточно лет было, чтобы понимать, что Запад, ну это же колыбель демократии, это же колыбель права, юридического права. Но когда западные дипломаты, первые лица, я бы даже сказал, Запада, придя на Майдан, сенаторы американские, демократы, кстати, и республиканцы тоже, пришли на Майдан поддержать заговорщиков, сместив легитимную украинскую власть. Но это было действительно уже, так скажем, краем всего того, что происходило до того. И мне тогда стало абсолютно понятно, мне лично, что борьба будет идти в долгую за передел мира. Никакие послевоенные соглашения, в том числе и даже тот же Будапештский меморандум, все сегодня похоронено. Похороны состоялись в 2014 году. Юрий Анатольевич, сообщают нам о том, что около 115 человек пострадали, да, непосредственно после последних ударов США по Ирану. Погибшие есть, ну вот такие высокоточные бомбардировки отмечают. У меня вот такой вопрос. А какое место в этом переделе мира занимает вот эта зона влияния и к чему все идет и чем все закончится? Потому что, казалось бы, ну вышли же, подписали какой-то меморандум, а потом прямо на том же саммите НАТО Трамп начал крутить пальцем у виска, говорят, вот вы ку-ку. Причем аналитики говорят, США сами нарушали условия этого меморандума, просто Иран там стерпел, смолчал, а потом не стерпел, начал стрелять, и все опять понеслось в эту пропасть. Как это, ну вот, место такое, да, вот очень опасное, взрывоопасное, Ближний Восток, будет влиять на тот передел мира, о котором вы говорите? Мне так интересно было сегодня, я добавлю, это потрясающая на самом деле информация. Выходит не кто-нибудь, а КНДР, представляете? И делает МИД КНДР Ким Чен Ына интересное заявление, прямо обвиняющее Соединенные Штаты Америки в том, что они очерняют суверенные страны, очерняют, и, в общем-то, вносят разлад, сумятицу и осуждают, собственно, Соединенные Штаты Америки.
КНДР показали себя, да, и вот даже в эпизодическом, но таком очень важном этапе российско-украинского противостояния, но все выходит на какой-то другой уровень сейчас. Трамп понимает, что он делает? Или, опять-таки, возвращаясь к тезису вашему тезису в программе вот выше, да, что им просто руководят и куда-то тянут. Хорошо, если тянут, то куда? И что будет с Ираном? Ну, во-первых, Ближний Восток всегда был горячей точкой. Это первое. Всегда. Я сколько себя помню еще с малых лет, как только начал соображать, я, кстати, очень рано увлекся политикой. В Советском Союзе, например, издавалось много газет, но они в основном имели пропагандистский характер коммунистической партии. Но была одна газета, которую моя мама очень любила, литературная газета. Она была такая, как называют ее, толстушка, очень выходила несколько раз в месяц всего лишь. И там очень большие были разделы о политике, скажем, многих советских политологов в тот период времени, которые много писали, кстати, и о Ближнем Востоке. А такой журналист и, скажем, даже политолог, я бы сказал, как Фарид Мустафьевич Сейфуль-Мулюков, прекрасный востоковед, он напрямую говорил, что весь сыр-бор на Ближнем Востоке начался после того, как образовалось государство Израиль. Вот израильтяне после того страшного Холокоста, который был во Второй мировой войне, почему-то сочли вправе захватывать чужие территории. Хотя получили статус-кво на территории Палестины, где должно было существовать и палестинское государство, и израильское государство. Но палестинского государства как такового, полноценного, сегодня нет. Все, опять же, благодаря Израилю. И весь сыр-бор противостояния, где все связано с Ираном, тоже связано все с Израилем. Израиль, как говорят, подстрекал Соединенные Штаты вступить в эту борьбу. Вот что, собственно говоря, и привело к этому конфликту. Теперь, что касается Ким Чен Ына. Вы так сказали, даже КНДР. Ну, я себя сколько помню, да, тоже. Я еще, слава богу, не страдаю деменцией. КНДР не захватывала и не захватывает ничьи чужие территории. И право иметь свое мнение это государство имеет. Кстати, ВВП за 2025 год КНДР выросло в 4,5 раза. Это государство себе позволяет, это и так, между прочим, позволяет построить за один только год 14 тысяч квартир. И это не только в Пхеньяне, а по всей стране. Это если кто сомневается о ВВП, потому что строить надо на какие-то деньги. А сегодня в основном иностранная валюта идет в КНДР через туризм. В частности, через российский туризм. Так что КНДР имеет право иметь свое мнение в отношении израильского и ирано-американского конфликта. Он далеко не исчерпан. Он далеко не исчерпан. Последние новости, которые мы получили, все видели в интернете из Ирана, с похорон верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, говорит лишь о том, что иранцы ничего никогда не забывают и не забудут. И то, что они вправе и имеют возможности восстанавливать свои атомные объекты, на которых они разрабатывают ядерное оружие, будем говорить открытым текстом, это их внутреннее право. Это их внутреннее право. И не, как говорится, собачье дело Соединенных Штатов вмешиваться в их внутренние дела. Почему-то, когда Израиль
разрабатывал свое ядерное оружие, Соединенные Штаты спокойно промолчали. Ну, смотрите, оружие ядерное, это понятное дело, оно немножко меняется, его смысл наличия у той или иной страны, мы это видим. Однако есть другое оружие. И в чем, собственно, преуспевает, например, там Запад, ну, тестируют, сегодня сообщили, например, о том, что тестируют на Ореховском направлении вот эти роботы с пулеметами наземные, которые используют не только для обороны, а уже прям для наступления. Там два каких-то робота было зафиксировано, их уничтожили, но вот такой прецедент. Украина наступает роботами, да? А, Это все координируется через спутники Starlink. Сегодня приходит информация. И, кстати, на неделе, вы тоже, наверное, видели, и в Шпигеле, и в других изданиях прям очень плотно разбиралась система кооперации России и Китая по уничтожению Старлинков. Ну, то есть по блокированию, в общем, и вплоть до физического уничтожения. И вот сегодня приходит новость о том, что микроволновые пушки китайцы показали, которые могут спокойно направляться на спутник и, в общем, его, сбивать. Конкретно под Starlink. Война, не только вот эта новая война, о которой мы сегодня с вами говорили, мировая, она ведь идет и в малом космосе тоже. Ну, точнее, туда подбирается. Потому что за разными технологическими ноу-хау появляется среда космоса, малого космоса. И кооперация России и Китая нам примерно тоже и говорит, кто в каком блоке в мировой войне будет непосредственно с кем. Да? Но Китай же против ядерного оружия. И Зеленский это выставляет как приказ со стороны Китая Путину не бить ядеркой. Как вам вот думается, вот если мы смотрим на эту всю войну, как она проистекает, мы в космос отправляемся, воевать в космосе уже на мировом уровне. И, в общем, до ядерного удара может и не дойти, но применение абсолютно новых технологий нам ожидать наверху. Ну, во-первых, это никак не коснется Украины. Давайте начнем с этого. Ну, если Это раз. Старлинки позбивают, это коснется Украины, Юрий Анатольевич. Ну, Старлинки, они же не украинские, они американские. Это раз. Второе. Да, действительно, спутники Starlink, их несколько тысяч, так на минуточку, они находятся на низкоорбитальной траектории. Это вполне досягаемо даже с Земли определенными типами вооружений. Даже не то микроволновое, о котором вы говорите. Третье – это то, что Китай является прямым конкурентом Старлинка. У Китая есть свои спутники связи, интернет-спутники, которые очень жестко конкурируют, потому что в Китае создан свой собственный интернет, и китайцы очень прочно на этом засели. Они не собираются делиться своими технологиями даже с Российской Федерацией в этом смысле. Россия, конечно, немного опоздала с этим. Мы это видим прекрасно по блокировкам Apple определенных мессенджеров в Российской Федерации на платформе Google. Вот. В этом тоже есть своего рода, ну, я бы не сказал, это война, а противостояние. То, что вы правильно абсолютно говорите, будет изобретено, если уже не существует, оружие противоспутниковое, то это действительно своего рода будет революция в сфере ведения дальнейшего противоспутникового оружия для достижения, в первую очередь, превосходства в средствах связи и влияния на другие страны с помощью этих средств связи. Ведь Starlink чем подкупает? Легкодоступностью. Конечно, он легко может отключать, скажем, связь над любой территорией, как в частности
Старлинки отключены полностью на территории Беларуси и Российской Федерации. Вот. Вы можете купить антенну Starlink, но привезя ее в Беларусь или в Россию, она будет куском железа. Там она не сработает никак. Даже на территории Украины есть определенные регионы, в частности Донбасс, где Старлинки не работают. Я говорю в отдельных регионах, не на всем Донбассе. На территории, скажем, того же Славянска Старлинки работают. Вот. Теперь, что касается, опять же, космоса. Это дорогая игрушка, Александр. Это очень дорогая игрушка. Государства, которые могут себе позволить запускать подобные спутники, должны иметь обязательно свои космодромы. Они есть у Соединенных Штатов, они есть у Китайской Народной Республики, которая, кстати, построила уже практически на 100% свой орбитальный космический комплекс МКС. Но она не будет МКС, а просто космическая станция китайская. Такую же станцию строит сейчас и Российская Федерация. То есть МКС тоже уходит уже в прошлое. Там не будет уже ни американцев, ни других иностранцев. Только будут лишь космонавты стран Содружества, если я так уже называю. Государства, которые в противоборстве друг с другом. Построят ли свою международную космическую станцию Соединенные Штаты? Это вопрос будущего. На это нужны тоже колоссальные деньги. И говоря о том, что в какой-то сфере к этому будет привязана Украина, но это слишком наивно. Старлинки и то поляки оплачивают сегодня для Украины. Польша оплачивает. Понимаете? Ну, видите, Конечно, это деньги не польские. И продолжает И оплачивать. продолжает. Но это деньги не польские. Поймите правильно. Это деньги американские. Просто Польша как бы является координатором в этой сфере. Вот и все. Ну и даже в этом конфликте о бандеровщине между Польшей и Украиной поляки не имеют права не платить за Старлинки для Украины, потому что будут наказаны американцами. Потому что на территории Польши стоят те же патриоты, устаревшие и никчемные системы, которые Соединенные Штаты до сих пор пытаются продвигать. Вот в чем весь вопрос. Здесь все очень запутано, но тем не менее очевидно другое, что противоборство, как я уже сказал, и захват чужих территорий, передел мира, он вступает все в большую и большую фазу. Все более широко это все развивается. Тот, кто этого не видит, еще раз повторяю, это либо дилетанты, либо глупцы какие-то. Такера Карлсон увидел. Это, конечно, феноменально. Я бы даже сказал, потрясающе то, что он увидел. Он через призму общечеловеческих вещей выходит и направляет, скажем так, ну, дает такой посыл, мысль, да, вот он говорит, что после самоубийства Гитлера в апреле 45-го в Европе в рамках государственных программ эвтаназии погибло больше людей, чем было убито нацистским режимом за все время его существования. Через лишних людей, через обузы, через уклады. И тут просто вот это вот его этот пример, да, вот то, о чем он рассуждает, оно же и сводится к тому, о чем вы говорили тоже сегодня, что фактически планы на Европу и планы вот той Европы такой, какой она предстает сейчас, разрабатывались как раз-таки последователями понятно кого, да, и, ну, скажем так, вот этими ошметками недобитого нацизма. И, в принципе, к этому мы и идем, когда есть лишние люди, когда есть, собственно, вот эти идеологические вещи. И кажется, что этот передел мира, который уже идет, да, имеет все ту же природу, что и в 41-м и 45-м году.
Вот ровно то же самое, просто люди не привыкли мерить, а сегодня так вообще никто не мерит, там, например, десятилетиями или там столетиями. Уже все как-то, знаете, живут одним днем. И это тоже отупление, дебилизация, тоже исторически, скажем так, подливает масло в огонь. Потому что стремглав бежать, спотыкаясь, говорить, что вот, там, Путин, Россия, а вот тут Китай злой, а вот тут еще. Это ведь фактически уже все было. Уроки истории просто никто не учит. В завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел, чтобы вы дали прогноз. А когда будет война России и Европы? Я ж прогнозы не даю, Саша, вы же знаете. Но все к тому идет. Все к тому идет. Я не вижу ни малейшего, скажем, сдвига в противоположную сторону, в сторону мира. Все много те, кто думает, что как-то оно само собой рассосется, полагают, что война заканчивается миром. Война не заканчивается миром, дорогие мои. Война заканчивается победой одной стороны и проигрышем другой стороны. Когда это случится, это абсолютно никому не известно. Это может произойти по многим факторам. Причем факторам, кричащим уже на сегодня. Но я повторяю, что пока что Запад, НАТО, Европейский Союз нацелены на одно, на войну с Россией. Вы когда-нибудь слышали от российских политиков, хотя бы от одного, верховной власти России, чтобы они говорили о войне с Западом, захвате чужих территорий и так далее и тому подобное? А сегодня на Западе абсолютно, в том числе Урсула фон дер Ляйен, заявляет, что Россия обладает несметными богатствами природными, несправедливо. Это как вообще понимать? Ну, как это вообще понимать? Ну да. Особенно, когда Зеленский говорит, нам надо справедливое завершение Да, войны. да, 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 А что понимаете? такое, как это справедливо? Вот у Да? них справедливость – это такая своеобразная такая справедливость. И вот мало того, что они веками грабили народы Африки, Юго-Восточной Азии, той же Америки еще до Колумбовской, они до сих пор не угомонились. То, что они имели Франция, и, Германия, Великобритания, по всему миру колониальные режимы, они тоже об этом не любят говорить, они об этом забывают. Ну так, делают вид, что забывают. А ведь вы посмотрите сегодня визит министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Как раз направлен на то, чтобы поддержать африканские государства, в Африку имею в виду, на африканский континент, поддержать африканские режимы постколониальные, поддержать их в своей самостоятельности. Вот он недавно был в Бурунди, Мали и Буркина-Фасо. И он говорит, что государствам Африки нужно по принципу Евросоюза создавать свои союзы в Африке. Для того, чтобы выстоять от внешнего вторжения, от диктовки им своей демократии. Абсолютно с ним согласен. Почему-то в Европе возможен союз, да? А они постоянно охают и ахают. Не дай бог, Путин возродит Советский Союз. Ну, Путин может возродить только одно, и он уже это начал делать. Союз славянских государств. Но, во всяком случае, сейчас Белоруссии и Российской Федерации. Может быть, в будущем будут и присоединены украинские земли к этому союзу. И украинские народы. Украинские народы. Это их право. Ну, да. Про народы, как бы, думаю, сейчас в последнюю очередь. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Александр.
будем бдительны и будем мудрыми. Берегите себя, дорогие друзья. Добра и света. Увидимся.